Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний второй прогноз мы делаем для вашего знака зодиака, расклад для Стрельца. Давайте посмотрим, Стрельцы, что же вам готовят предстоящая неделя. Какие вам карты сегодня выпадут, что интересного произойдет у вас. Я напомню, это общий второй прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет. Надеюсь, большинству из вас он понравится. Можете оставить свои отзывы, лайки. Может быть, подписаться на этот канал. Если еще не подписаны, также можете при желании. Итак, давайте посмотрим. Стрелец. Стрелец, неделя с 24 по 30 ноября. То есть последняя неделя ноября. Что она вам несет? Это последняя неделя осени. Стрелец. Сейчас посмотрим. Я еще 2 секундочки буквально перетасовываю колоду, и мы начнем. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, смотрим, что у нас есть. У нас есть 8 пентаклей в самом начале. Карта показывает такого вот труженика, человека, который работает, трудится на благо своей семьи, может быть, себя, но в любом случае нацелен, настроен на достижение успеха в той работе, которую выполняет. Возможно, что-то делается в плане карьеры здесь, может быть, в плане какого-то по 8 пентаклей увлечения или работы, которая приносит деньги. Но в любом случае по 8 пентаклей это успех. Успех в работе, успех в занятости, успех в делах. Возможно, какое-то обучение новому мастерству, новому ремеслу, чтобы в состоянии быть каким-то образом, не знаю, больше зарабатывать, допустим, может быть, даже какие-то курсы или семинары или тренинги, которые вы посещаете. Ну, давайте посмотрим, что еще здесь есть. 8 пентаклей. Есть, рыцарь, король жезлов, то есть ваша стихия огненная, которая, собственно, и показывает Стрельца, возможно, общение с другим огненным знаком. Но больше здесь все-таки Стрельца, я думаю, потому что расклад про Стрельца. Я думаю, что ваша карта здесь просто как сигнификатор выпадает, показывает, что вы настроены работать, трудиться, делать деньги, выполнять какие-то задачи, которые приносят деньги. То есть в целом настроены на вот какой-то материальный успех. И по королю жезлов это целеустремленность, которую вы здесь проявляете, честолюбие, которое вам дает ощущение, что у вас есть эти достижения в работе, в карьере, гордость за свою работу, возможно, способность быстро реагировать, импульсивно, быстро по пылкому огненному знаку, по королю жезлов. То есть это действие такое по королю жезлов. Давайте посмотрим дальше на 5 пентаклей, которая здесь у вас есть на вторник, о каких-то сложностях материальных может сказать, либо о каких-то проблемах со здоровьем, кстати, может говорить, поэтому нужно быть осторожнее в целом. И также она может говорить просто о каких-то неприятностях, которые могут возникать в этот день, то есть именно во вторник. Давайте посмотрим дополнение. Рыцарь пентаклей. Рыцарь пентаклей, земная стихия, такой земной знак. Возможно, здесь какие-то неприятности возникают, связанные с земным знаком, то есть Девы, Тельцы, Козероги, либо по рыцарю пентаклей здесь какие-то вещи запланированные, спланированные, могут пойти не совсем так, то есть какие-то неприятности или в чем-то не везет, что связано с вашей вот такой вот верой, что мероприятие надежно, что удастся, что получится. То есть вы как будто бы уверены в результате, идете к этому результату, но что-то не совсем так гладко складывается, как вам бы хотелось. Какие-то как препятствия возникают на пути. И это может этого рыцаря еще больше замедлить, затормозить, при том, что он и так не совсем спешный, да, не совсем быстрый.
Также здесь могут быть какие-то расходы, то есть чересчур много расходов дополнительных, которые накладывает на вас эта карта. И при этом по рыцарю Пентаклей, возможно, вы здесь сталкиваетесь с тем, что к вам кто-то и приезжает, или вы куда-то планово едете, тратите там деньги, или к вам кто-то приезжает, но у вас какие-то расходы намечаются на этот день. Дальше принцесса мечей, карта воздушного знака, это весы, близнецы или водолеи, может говорить, конечно же, про этот знак зодиака, но также здесь, кстати, видите, еще паж мечей выпадает тоже. Также здесь он говорит о каком-то шансе чему-то научиться, что-то для себя понять, вот прочитать, как в этой книге она показывает, возможно, прояснить для себя какую-то ситуацию. А эта ситуация может быть очень тонкая, как на грани, такая какой-то момент, который вам нужно прояснить, потому что вы как по тонкому канату шагаете, но она по этому мечу, который соединяет два обрыва, этих два, вернее, склона. Паж мечей. В любом случае здесь какой-то шанс выпадает или возможность, которую нужно увидеть, заметить в этот день. Также может быть чья-то честность, прямолинейность здесь, когда вы что-то от другого человека узнаете честно, прямо, может быть даже чересчур колко и резко. Карта двойка пентаклей, карта показывает вот какие-то хаотичные события, либо с вашей стороны попытка удержать равновесие, попытка по двойке пентаклей все успеть, ничего не упускать, справиться с эмоциями, которые могут сменять друг друга очень сильно, то есть такая хаотичность в эмоциях, в эмоциональном составляющей. И по тузу кубков, по тузу чаш здесь в целом могут быть размышления о каких-то новых начинаниях, то есть взвешивание за и против. Вы можете кардинально менять свое отношение к каким-то новым начинаниям, которые могут быть по тузу кубков. Но в целом это хорошая карта, потому что туз кубков, он про какие-то радостные открытия, радостные начинания, про какие-то подарки судьбы, которые вам могут даваться по тузу кубков. То есть очень хорошая на самом деле карта, очень много эмоций здесь, но они больше, я думаю, все-таки позитивные, да, в этот день. Дальше четверка кубков, карта либо пресыщение, потому что она вот второе, то-то называется лакшери, пресыщение чем-либо, то есть здесь может быть пресыщение какой-то едой или напитками. И также по четверке кубков здесь, возможно, будет ситуация, где вам что-то предлагается, какая-то возможность дается, но вы ее не сразу принимаете, как будто бы не торопитесь принимать какой-то шанс, который к вам идет и дается в руки. То есть здесь может быть разочарование из прошлого опыта или неуверенность, стоит ли принимать какую-то возможность для вас подходящую, потому что вы чувствуете себя на что-то неспособным, допустим, в этот день. Поэтому четверка здесь кубков может выпасть в пятницу. И как также шестерка жезлов. То есть здесь больше, наверное, о, как я сказала, пресыщении чем-то, когда чересчур много всего, знаете, дано вам в этот день. И вот она шестерка жезлов, вы чувствуете успех, чувствуете себя здесь чуть ли не в центре внимания, а в центре софит. И при этом по четверке кубка вот эта вот усталость от того, что чересчур всего много вокруг вас. И от этого какая-то усталость может наступать. Дальше принцесса кубков, карта водной стихии, водный знак, раки, рыбы или скорпионы по принцессе кубков. И карта семерка пентаклей. Тоже дополнительные расходы могут иметь место быть. Вам, возможно, это не совсем нравится, само собой. Но также у вас есть шанс здесь ускорить какой-то затянувшийся процесс по этой карте. Может быть, узнать какие-то хорошие новости о деле, которое долгое время тянется. То есть вы чего-то ждали, каких-то событий. Наконец-то здесь есть какие-то смещения, сдвиги в этом отношении. А здесь вы можете получить хорошую новость у кого-то, да, кто ждет, может быть, о беременности. Может быть, какой-то хороший шанс получить больше денег. Если вы ожидали этих денег, ожидали прибыли, то здесь действительно может прийти какая-то возможность, шанс, такой толчок получить эту прибыль, но как ожидаемое что-то, только так. Дальше карта Солнце. То есть здесь такие разные могут быть, да, значения с этой семеркой пентаклей, как и расходы дополнительные, так и шанс получить больше денег, ожидаемых, если вы ожидали.
Карта Солнца, карта прояснения ситуации. В целом карта очень такая позитивная, солнечная, показывающая радость вместе с четверкой пентаклей. Ну вот тоже он как будто держит эти деньги, этот кошелечек, эта девушка держит эти деньги. То есть получать какие-то деньги, получать подарок, получать по четверке пентаклей какую-то прибыль, какой-то доход. При этом здесь ощущение радости от этого, счастья, ощущение процветания, что у вас достаточно средств в этот день. То есть хорошее достаточно значение, скорее всего, в таком сочетании, в такой комбинации. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз на неделю для знака Стрелец я завершаю. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.